Добро пожаловать в уникальный оазис на берегу Мертвого моря. Самое неожиданное место в Иудейской пустыне. Место, где в обрамлении скалистых гор и безжизненного Мертвого моря рождается жизнь. Вода. Она выходит из-под земли в виде родников и ручьев и творит здесь чудо. Привет! Мы сегодня в заповеднике Эйнот Цуким. Заповедник расположен на территории палестинской автономии, но находится в ведении под охраной Ассоциации парков и заповедников Израиля. Место уникальное. Пойдемте смотреть. Раньше вот на этом месте было Мертвое море, но вода отступила, и, собственно, на этом месте были обнаружены пресные источники, которые спускаются с Иудейских гор и с Иудейской пустыни. Раньше они питали Мертвое море, а сегодня образуют здесь целый каскад бассейнов и ручьев. А вот до Мертвого моря вода не доходит. Кажется невероятным, что каких-то несколько десятков лет назад здесь было море. Заповедник условно разделен на 3 части. Одна из них – это закрытая зона, и ее могут посещать только специалисты и ученые. Во вторую часть, куда мы сегодня не попали, пускают только с экскурсоводом. Это скрытый заповедник. Третья часть заповедника находится в свободном доступе, и здесь находятся образующие оазис источники. Эта часть заповедника специально обустроена для туристического отдыха на природе. Здесь есть столы вот такие для пикника, навесы от солнца, оборудованные дорожки для прогулок по заповеднику и купальни. يلا كنس Красота и ляпота. На месте отступившего моря образовался удивительный оазис. С одной стороны к заповеднику подступают величественные скалистые горы Иудейской пустыни, а с другой стороны зеркальная гладь Мертвого моря. А между ними полный жизни зеленый оазис с пением птиц и журчанием родников и ручьев. В 2018 году здесь был огромный пожар. Даже было подозрение на экологический теракт. Но вроде бы эта версия не была подтверждена. Те, кого арестовали, утверждали, что это произошло случайно.
Ой, а там чьи-то какашки. Вот, кто-то здесь нагадил. Какое-то животное. Не зря, наверное, здесь огорожено, и туда заходить нельзя без сопровождения. Ох, ничего себе! И вот это здесь водится. Обалдеть! Но мы защищены, здесь все огорожено. Слышите? Лягушки. Посмотрите, какие заросли. По-моему, это сахарный тростник. Фантастика. Что-то нереальное. Просто идти и слушать природу. Вообще, как мало человеку нужно для счастья забуриться куда-нибудь вот в такое место, где никого нет. Вау. Ой, какой запах хороший. Ну не красота ли, а? Обалдеть. И мы снова вышли к источникам. Что-то там мы опять заплутали, куда-то уперлись, дальше дороги нет. Ну что, идем обратно. Как же я люблю вот такие места.
Ого, низко. Главное, чтобы какой-нибудь кабанчик на меня не выскочил. Куда дальше? Туда? Или туда? А это что? Ух ты, прохода нет. Тут лужа. Вы знаете, огромное количество вот таких укромных уголков, где можно просто посидеть. Если честно, я думала, что парк очень маленький. Только там, где водоемы. Но мне хватило здесь погулять, даже не заходя в ту зону, где можно зайти только сопровождающим. Здесь очень много дорожек, потайных каких-то ходов. В общем, невероятно интересно. Я получила такое удовольствие лазить здесь. Даже то, что мы не попали в скрытую зону вместе с сопровождающим, все равно мне хватило здесь полазить просто от души. Рекомендую. Это место невероятно, невероятно энергетичное. Жалко, что я не взяла купальник. Я бы залезла в воду. Пожалела, что нет купальника. Ой. Красота. Сегодня день просто сказочный. И не жарко, и впечатлений масса.